Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем своими руками туннели для подгрудных каркасов. Это видео продолжение мастер-класса по пошиву корсета. После того, как чашки вшиты в корсет, приходит очередь пришивания туннелей. Измеряем длину припуска чашки и даем запас 3-4 см. Для туннелей я беру ту же ткань, которую использовала для изнанки корсета, и мягкий дублерин. Под углом 45 градусов выкраиваем полоски ткани шириной 4 см. Дублерин кроим также под углом 45 градусов и также шириной 4 сантиметра. Положив лист бумаги на гладильную доску, проклеиваю ткань дублерином. Складываем ленту пополам, изнанкой внутрь и заутюживаем. Теперь прометаем вручную, загнув внутрь края ленты. Прокладываем строчку вдоль ленты на 1 мм от края с одной стороны, так, и затем с другой стороны также на расстоянии 1 мм от края прокладываем строчку. Готово. Переходим на утюг и придадим нашим туннелям округлую форму. Вот таким образом. Приметываем туннель к припуску чашки. Стараемся перекрыть строчку на чашке на 1 мм. Обратите внимание, что туннель у меня немного присобран. Это делается для того, чтобы в дальнейшем он хорошо лег под чашечкой и не стягивал ткань. Прокладываем строчку по внутренней стороне туннеля. Готово. Теперь срезаем припуски, оставляя 2 мм. Также вручную приметаем туннели к корсету и шьем по лицевой стороне на расстоянии 1 см от шва. Когда туннели пришиты, сделаем закрепку на перемычке между чашками. Срезаем лишнее. Берем подгрудные каркасы или косточки для чашек и ставим их короткой стороной к центру. Попасть нужно в самую середину туннеля. Длина косточки должна быть
такая, чтобы не доходить до срезов примерно на 1 сантиметр. Готово. Продолжение на следующем уроке.